Всем привет, я Олеся Грузинская, и сегодня у нас с вами парфюмерное путешествие в Испанию. Ой, мамочки. Ой, защипала нос. Огромные куски золота. Вы знали, что на испанском, например, не Зора, а Зорро? Парфюмерное путешествие – одна из ваших любимых рубрик. Мы уже были с вами в Италии, Греции и Марокко. Сегодня Испания. Я была там лично, но, правда, мои ассоциации заканчиваются примерно на уровне паэлья и сангрия. А на самом деле, конечно, Испания гораздо многогранней, богаче и интереснее. Испания занимает 80% Пиренейского полуострова. Она омывается Атлантическим океаном и Средиземным морем. Вы представляете, у нее просто огромная береговая линия. Еще, между прочим, в ее состав входят Балеарские и Канарские острова и крошечная часть северноафриканского побережья. Естественно, рельеф ее просто невероятно многогранен. Большую часть занимают горы и плоскогорья, и есть, например, равнины. Андалузская равнина самая большая в Испании. Растения тоже, конечно, разнообразны в Испании. Например, на севере она больше похожа на европейскую часть. Это какие-нибудь широколиственные растения. Есть пустыня, которая больше похожа на Африку. А у побережья такой мягкий климат тоже со своей растительностью. История Испании очень насыщена событиями, кого здесь только не было. Цивилизации сменяли одну за другой просто как калейдоскоп. И вы представляете, каждый из народов оставил частичку своей культуры, вложил ее в культуру Испании, и получился просто какой-то невероятный компот. Яркий, сочный, насыщенный, как сама культура Испании. Предлагаю начать путешествие на берегу Атлантического океана. Там, в местечке с чудесным названием Коста-де-ла-Лус, встречается такое необыкновенное соседство, как песчаные дюны, много вековые сосны, и там просто гигантские устрашающие скалы, об которые с шумом разбиваются океанические волны. Именно этими местами, где воздух пропитан криками чаек и солеными брызгами океана, вдохновились создатели первого из подборки аромата. Он принадлежит испанскому нишевому парфюмерному дому Карнер Барселона и называется Салада, что переводится как «соленый». Мне кажется, это просто прекрасное сочетание такой свежей соленой морской воды и цитрусовой горчинки. Чтобы сочетание не было таким банальным, оно разбавлено душистым розовым перцем и влажной древесиной на фоне белого мускуса. Он получился чистый, свежий, летящий и, мне кажется, не привязан ни к какому гендеру. То есть я абсолютно спокойно представляю его как на мужчине, так и на женщине. Мне кажется, это такой городской житель Испании, который после рабочего офисного дня вышел на побережье и вдыхает этот аромат, видит эту мощь Атлантического океана и понимает, что стихия все-таки рядом. Одной из самых известных достопримечательностей Испании является дворцовый комплекс Альгамбра, который находится в Гранаде и является наследием мавританского владычества. Он знаменит своими, во-первых, роскошными залами, которые украшены мраморным орнаментом, который называется арабеска. Во-вторых, своей территорией, внутренними двориками с роскошными фонтанами, арками, цветочными клумбами, бассейнами, беседками и роскошными садами, красота и изысканность которых стали просто легендами во всем мире. И именно с этими цветущими садами и экзотическими растениями ассоциируется второй наш сегодняшний герой. Это аромат Gold от испанского парфюмерного дома Taus. Мне он напоминает акацию в разгар цветения. Это очень медовый, сладостный и пыльцовый аромат. В пирамиде заявлены гардения, пион, фледоранж, роза и ирис в белом мускусе на древесной базе. На деле все это сплетается в огромный цветочно-сладостный букет, и отделить одну ноту от другой практически невозможно. Если вы любите цветочные ароматы и вот вообще не стесняетесь носить такую охапку букетища, можно сказать, с собой, то, пожалуйста, вам должен понравиться этот аромат. Я бы только не советовала этот аромат использовать как раз на прогулке в тех самых садах Альгамбры, потому что будет уже перебор.
Среди европейцев испанцы, наверное, самый темпераментный и импульсивный народ. Да простят меня итальянцы. Естественно, они любят проявлять эти эмоции в танце. Мне кажется, что для вас, как и для меня, самый известный и самый популярный танец, который представляет Испанию, это фламенко. Еще в 15 веке цыгане танцевали танец любовной драмы под кастаньеты и переливы гитары. И даже сейчас нельзя сказать, что фламенко — это просто танец. Нет, конечно, там же все. Это и радость, и боль, и любовь, и ревность, и страсть, и предательство. И вот этим всем невероятным сочетанием чувств вдохновились парфюмеры, когда создавали свой парфюм, который так и называется «Чувство», он же «Feelings» на английском. И он принадлежит испанскому нишевому парфюмерному бренду Рамон Мальвизар. И, просто, конечно, нужно отдать дань уважения тому, кто придумал такой флакон, потому что на подложке, не гранитной, конечно, но красно-бордовой такой подложке лежит огромный гигантский булыжник, в котором плавает золото. Я не знаю, видно вам или нет, я думаю, да, потому что тут огромные куски золота. Вообще, по задумке, по-моему, вот эти золотые плавающие лепесточки — это проявление любви. Хотя я не знаю, какая любовь. Золото, оно и в Африке золото. Это про деньги, а не про любовь. Но почему бы не назвать это чувствами? Ой, мамочки. Взрыв просто бергамота и розового перца. Они смягчены прохладой нероли и оттенены ладанностью алибанума, а в сердце аромата распускается целый букетище цветов, среди которых солируют османтус и египетский жасмин. Все это постепенно потом утихает и переходит в амброво-древесную базу, подслащенную сливочностью и бензоином. Кстати, для меня он максимально молочный и сладкий. Первая ассоциация вообще была с карамелькой какой-то. Такой именно, знаете, сосательный леденец со вкусом карамели, ванили, чего-то очень сладенького. Но при этом он не банально сладкий, и в нем есть в том числе кислинка бергамота и розовый перец, который тоже добавляет остроты ощущений. Как танец, который мы описывали, очень много граней, и постепенно открываются разные из них. Как, кстати, на этом булыжнике. Долгое время визитной карточкой и символом Испании была коррида. Я очень рада, на самом деле, что в современном мире мы избавляемся от таких развлечений, как убийство быка прилюдно, но, тем не менее, нужно отдать должное существующей этой традиции в Испании, потому что она проявляет именно гордый, взрывной и смелый характер испанцев. Именно этот темпераментный нрав испанцев, яркий и самобытный, мне кажется, отражается в аромате от испанского парфюмерного бренда Loewe, который называется Quizás, Quizás, Quizás. Он начинается со взрыва смородины, красных ягод и цитрусов, причем оттеняется при этом пачули и мускусом. Со временем он немного утихает, и в нем появляется древесно-амбровая глубина с капелькой меда. Интересно, что если читать описание, там смородина, красные ягоды, цитрусы, представляется компот, такой банальный и неинтересный, но это не про кисас, потому что здесь как раз чувствуется какая-то такая бунтарская самобытность при, казалось бы, простых заявленных нотах. А звучит очень интересно. Севилья – это невероятной красоты город, это столица Андалусии в Испании, и именно этому город посвящен аромат Севиль Алюр от французского бренда L'Artisan Parfumer. Его создал знаменитый парфюмер Бертран де Шафюр по рассказам своей подруги, французской писательницы, с которой случился роман, бурный роман на берегах Испании. Интересно, что до этого в нашей подборке об Испании говорили сами испанцы, а это будет представление Испании от французов. С одной стороны, кроткая и скромная француженка, с другой стороны, страстный темпераментный испанец. В целом получается какая-то невероятно бурная смесь. Я всегда, конечно, в предвкушении ароматов Дю Шафюра, потому что они максимально необычные и их хочется изучать. Это горячий и сладостный медовый флидоранж с яркой зеленой горечью петитгрейна на базе из амбры, ладана и пчелиного воска. Я думаю, даже по описанию пирамиды вы поняли, что это просто какой-то нонсенс. Но все это собрано в одном букете, и хочу, конечно, предупредить, что здесь белоцветочность индольная. Это все-таки не парфюм на каждый день, который можно нанести на кого угодно, куда угодно, когда угодно. Нет, это произведение искусства, которое нужно уметь носить, ценить и понимать. Давайте я вам дам ровно секунду, чтобы вы подумали о самом известном испанце, которого вы знаете.
Секунда закончилась. Я думаю, что большинство из вас подумали о Сальвадоре Дали. И так бы сделала и я тоже, потому что я обожаю этого художника. Это мой, наверное, самый любимый художник. Я даже была в музее Сальвадора Дали, который находится в Фигеросе, недалеко от Барселоны. Я отправилась туда в свой день рождения на свидание с мертвым мужчиной. И мне кажется, что это как раз в стиле Сальвадора Дали, потому что эпатажность — это то, чем он стал популярен. Больше, наверное, чем его произведениями даже. То, как он выгуливал на поводке муравьеда, пришел в ластах и маске, например, на лекцию, его невероятная сумасшедшая любовь с Гала, это все проявлялось в его творчестве и сделало его популярным и знаменитым. Естественно, я не могла не включить в подборку аромат от парфюмерного бренда, который называется Сальвадор Дали. Я выбрала аромат с названием La Belle et la Silo, довольно сложное, мне кажется, для русского языка. И вообще их фишка во флаконах, потому что они не только решили назваться именем известного художника, но и повторять стиль, скажем так, его работ во флаконах. Например, здесь это шагающий на нас лев. Чем же, интересно, пахнет лев, по мнению создателя этого парфюма? В целом это фруктовый аромат, такие переливы абрикоса, османтуса. Они дополнены бальзамической сладостью бензоина и лежат на подложке из пачули и ладана. На фрагрантике он позиционируется как цветочный шипр, и несмотря на то, что фрукты и цветы — это обычно довольно легкое сочетание, но здесь он получился довольно тягучим. Хочу заметить, что флаконы передают как раз дух великого художника и гения, а сам аромат, мне кажется, как будто бы простоват. Ну, то есть в целом он мне нравится, но это Ван Гог, например, но не Сальвадор Дали со своей сумасшедшестью. И завершим сегодняшнее путешествие по Испании, столицей Каталонии, городом Барселоной, который покорила мое сердечко еще в далеком 2015 году, и я все не теряю надежды когда-нибудь там пожить годик. Меня Барселона вдохновила тем, что это идеальное сочетание всего, что нужно, во-первых, туристу, во-вторых, по моему мнению, жителю города. Во-первых, это ритм города. Все-таки не мегаполис, но, тем не менее, довольно ощутимо. Это офисная работа, это люди, которые куда-то спешат, это рестораны, кафе, банки. Вообще город, если посмотреть на карте, прикольно разделен на квадратные кварталы, и есть одна диагональ. Тут же есть пляж, прямо в пределах города, поэтому если на выходных или после работы тебе захотелось отдохнуть просто звездочкой на песочном пляже и искупнуться, пожалуйста. Там же клубы, рестораны, бары и тусовочная жизнь. И даже это еще не все, потому что культурная составляющая не менее богатая. И парки, и архитектурные всякие шедевры. И, естественно, самым главным представителем архитектурных шедевров является Антонио Гауди, который, например, создал парк Гуэль, самый известный, и несколько домов Саграда Фамилия, который бедняга строил, не достроил. И, например, известный дом Батлио, в котором угадываются очертания костей и даже внутренних органов какого-то сказочного мифического животного, где балкончики — это пустые глазницы, а черепица на крыше — это как будто бы чешуя дракона. Именно этим домом и творчеством Гауди, в принципе, вдохновились парфюмеры из дома Карнер Барселона в своем аромате, который называется Rose and Dragon. Собственно, как и заявлено в названии, здесь отчетливо слышна роза, в данном случае она такая красная, маслянистая, немного с земляничным подтоном. Как бы вам описать запах дракона? Его в данной композиции представляет яркая шафрановая кожа, животный касториум и специи самбра. И фоном здесь звучит дымный ладан. Вот вообще, кроме как сказочный, я не могу по-другому описать этот аромат. Мне кажется, он не для всех. Он довольно интересный, необычный, но, например, какие-нибудь любители «Игры престолов» и вообще вот таких выдуманных персонажей его оценят. Я понимаю, что об Испании я могу говорить вечно. Мне не хватило бы никакой пленочной кассеты, никакого хронометража Ютуба бы, просто вот лопнул бы не резиновый, если бы я рассказала все, что я хочу о ней рассказать. Мне даже кажется, что невозможно создать аромат, которым попытались бы передать всю многогранность этой страны. Можно только в каждом аромате передать какую-то одну грань. Кстати, на каждый аромат есть ссылка в описании, вы можете по ней перейти, прочитать подробнее об этом аромате, узнать отзывы на него и цену на сайте duhi.rf. Там же ссылка на наш Инстаграм. А в комментариях сегодня я хочу от вас услышать, какой аромат ассоциируется с Испанией именно у вас. Это очень интересно, поэтому пишите комментарии, ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал, если почему-то этого не сделали, и колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Ну а я, конечно, уйду танцевать фламенко.